3, 2, камера, мотор. Ну, заходи в кадр. Эмилю все шуточки. Всем привет! Так, многие писали, что рецепт янтыка, хотя, наверное, многие знают, и у нас куча на ютубе рецептов. Мы сегодня сделаем янтык, так как, я всю жизнь видела, как мама моя делает, все мои родня так вроде делают, вот так, простенько. Такое же тесто будет, как и на чебуреки, только жарим на сухой сковородке. Еще я всегда делаю на глаз. Для вас буду сегодня стараться. Замесила вот здесь полкилограмма муки. Вот так делаю луночку. Соль вот не полную чайную ложку. Соль у меня такая меленькая. Сюда же вот 1 столовая ложка, можно 2, 1. Все, не путаю. 1 столовая ложка растительного масла. Вода у меня просто комнатной температуре. На ютубе все почему-то заваривают кипятком. Мы всегда делали так, и все получится. Не, вы можете на кипятке тоже сделать, ничего прям. Да, тесто будет более податливое. Ну вот, все. Ничего большего здесь не надо. И здесь у меня 200 миллилитров воды. Вот я сейчас буду по факту, наверное, все так люди. Но для вас вот делаю на полкило. Вот у меня было 200 миллилитров, я все вылила. Но у меня, видите, еще тесто не собралось. Вы должны как бы чувствовать. Вот мне Эмиль еще долил 100 миллилитров. Добавим. Еще у всех же мука разная. У кого-то более влажная, у кого-то, потом какой помол у муки. Еще если вы сделаете, вообще в тестом всегда можно поиграться. Если у вас будет более мягкая, да, просто вам придется быстрее катать. Если сделаете поплотнее, то будет, конечно, раскатывать тяжелее, но зато форму будет держать хорошую. Да, Мильчик? У нас очень жарко. Вот я пыхчу и чувствую, что я... Закипаешь. Как чайник, что ли? Да. Да, до этого было прохладно. Так, тесто мое. Сейчас мы его вымесим на столе еще. Ну, ты сказала, с чем будут у тебя чебуреки? Ой, янтыки. Ты не путай чебуреки мои. Да, я чебуреки не люблю, масляные. Так. С фаршем и... Сейчас я все... ты снимаишь еще? Конечно. Пока тесто делаю, поэтому молчу. У нас будут классические чебуреки. Вообще... вот видишь, ты сказал чебуреки, я теперь путаюсь. Янтык мы готовим. Янтык. Мы с Эмилем едим чебуреки, но очень редко. Мы предпочитаем янтык, потому что он не в более масле, полезный. да. И, так нам проще. Потому что кто-то кушает чебуреки, а потом у него изжога. Да, это я. Мне Поэтому мы делаем, будем говорить, более полезный. Но у него, конечно, различаться будет вкус, чем у чебурека. Поэтому все. Тесто собрали. Так. Теперь сейчас я пару минут. Вот, получается, у меня вода не ушла. Но я рецепт ингредиентов, сколько я под описанием кролика оставлю. Хоть я и проговариваю. где-то 250 миллилитров ушло воды, да? Нет, я потом вот этот остаток замерю, сколько у меня осталось, и скажу. Так, кто там говорил, что я без фартука работаю?
Я всегда работаю без фартука. Не знаю, я у себя дома. Я не в ресторане работаю. Мне несложно свою футболку постирать. И я вроде не как свинья хожу. Да, я бывает хожу в стареньких вещах, но точно не как свинья. Аж противно смотреть, да, Фита? Ну ладно, Эмиль. Ну, может, человека настроения не было сегодня. Вот, все. Тесто. Оно постоит минут 20, станет более податливым. Так, все. Я уже вот даже руки помыла. Замесили. Вот такой он у вас будет хорошенький. Но мы его оставим в той же чашке, которой вы работали. Просто накройте, чтобы оно не заветрилось. Ну или полотенчиком. Будем готовить начинку. Для этого мне что надо иметь? Что мне надо иметь? Это у меня совета спросить. Да, прям. Кто Так, тебя учил? мама. Хотя мама всегда готовила. Просто, мне кажется, когда человек видит, он автоматически запоминает. Так, зачем я здесь петрушка? Смотрите, у нас дома было говядины 400. всего 400 грамм. Эмиль сегодня за мясом просто не съездил. Сегодня Элис отдыхает, так что мясо не Поэтому вот начинки, там, чтобы вы не переживали, много, мало, не останется. У меня 400, будет больше, берите больше. Даже если у вас останется, в конце приготовите там котлетку и пожарите. Ну, поэтому за это не переживайте. Много, мало не хватит, натрете сыр и в начинку положите сыр. 400 грамм говядины. Это потому, что у нас столько сегодня. И 350 грамма лука. Вообще, мои родители, сколько я помню, всегда мама, когда крутила фарш, чтобы не заморачиваться, сразу крутила и лук. Но я делаю по-другому. Вот так вот прям меленько-меленько нарезаю лук. Вот он будет, ну вот, мелкие, ну вот кубики, я не знаю, как объяснить. Я нарезаю так. Говорю, моя мама крутит фарш, когда сразу и крутит лук. Так быстрее, проще. Можете в блендере перебить. Я нарезаю мелко-мелко, как на пельмешке. Даже если будет чуть крупнее, ничего страшного. И самое главное, обещание надо исполнять. Наш подписчик просил передать, я даже посмотрела, перешла ник, Артур Юнусов, как прям фамилия моя девичья. Артур Юнусов, привет вам, он сказал передать привет всем башкирским татарам. Так что от меня привет. И Артуру Юнусову в том числе. Если вы, конечно, меня смотрите. Еще, я никого не призываю, я готовлю так, я делюсь. Просто, хотя, наверное, многие знают, как готовить ентыки, чебуреки. Я делюсь так, как делаем мы. И делюсь с теми, кто не умеет вообще готовить. И кто просил, что это за блюдо и как его готовить. Ой, надо было чашку взять, Эмильчик. Глубоко. Да, ну сейчас это уже по факту. Много разговариваю, видишь, отвлеклась от лука. Все, нарезаем лук и не говорим. Так, видите, сконфисковали чашку, чтобы 500 чашек не пачкать. Накрыли полотенчиком. Фарш. Вот я лук накрошила. Все сюда. Сейчас я вот, у меня было 350. Я сейчас, когда перемешаю, и буду точно видеть, достаточно его или нет. Сюда соль. Вот с солью, конечно, не знаю. Кому-то солено. Вот 1 чайную ложку без горки. Черный перчик. Щепоточка. Щепоточка, да. Самое интересное, это у нас классический. Раньше всю жизнь мы готовили, ну, родители мои, бабушки, прабабушки, мясо, лук. Еще могли с творогом сделать. Сейчас в современном обществе делают и с грибами, и с сыром, и там с овощами.
Давай тогда Поэтому... это сделаем. Так, перемешиваем. С грибами. У нас же есть как раз Ну, сейчас мы и шампиньон. покажем. Вот один сделаем еще парочку с грибами. Так, перемешиваем. Руками. Не Без- нога. Без перчаток. Так. Еще меня Эмиля ругает, что я обычно фарш облизываю на соль. Он говорит, глисты заработаешь. Ну, вообще вот я все на глаз, ну, как бы тесто всегда. Поэтому, ну, для вас я старалась. Вот все в граммах. Поэтому смотрите по упругости теста. Ну, наверное, все когда готовят. Так, замесили. В чебуреки обычно побольше наливают водички. Но тогда будет вероятность больше, что он более сочный будет. Но я немного добавлю. Это у меня янтыки. Они и так будут сочные, потому что здесь достаточное количество, скажите, лука. Вот сколько я тут? Ну, буквально миллилитров 10. Просто фарш станет более мягкий, или как объяснить. Так он был плотный, а вот водичку добавите, он станет более мягче. Не заливаем много, как в чебуреке. Просто, чтобы он стал более мягенький. Вы сами почувствуете. Вот он. Все, начинка с фаршем готова. Мы положили фарш, лук, черный перец, соль и немного воды. Тщательно перемешаю. Как я уже сказала, все будет, ну, подробный рецепт будет в описании. Просто зайдете. Теперь мы сделаем не классические. У меня вот немного есть грибы. Я даже, наверное, крупненько так сделаю. Мы сейчас их пару янтыков сделаем С шампиньонами. с шампиньонами. Можно в шампиньоны мясо. Вот как я в кафешке ела, у меня была начинка шампиньоны с мясом. Ой, неправильно сказала. Мясо с грибами. Там не конкретно шампиньоны. Ну, там в начинке были шампиньоны. Короче, я сама запуталась. В общем, мясо с грибами у меня было. Вот мы можем мясо с грибами или просто даже грибы с сыром. То есть здесь у вас полет фантазии. Дело с сыром. С сыром. Да. Все, вот сколько было. Ой, петрушку захватила. Сейчас быстренько поджарим. Да, Милечка? Да, ставь сковородку. Все, сейчас еще зеленуху накрошу. Раз у меня уже есть и зелень. Вообще я если бы мне еще дали много-много продуктов разных видов, я, наверное, еду готовила бы с удовольствием. Разнообразную и вкусную. Так, Экзотическую, да, там. Янтык с кальмаром, да? ну что? Или лепешки. Ну, вообще, мне кажется, в каждом народе блюда похожи. Вот, потому что принцип такой же я видела. Чудушки делают, ну, там, зеленью, с творогом. Да, получается, каждый народ позвал, наверное, по-другому. Я без конца руки мою. Так. Эмиль ругает, говорит. Женщина, вешай полотенце на место. Все, давай мы приготовим начинку, и чтобы мы уже все. Вот, и пока мы готовим начинку, тесто как раз настоится. Вот. Как-то так. Ну, бери сковороду. Малышки, наверное, поместится у меня все? Поместится же? Я даже не знаю. Так, эта сковородка у нас рабочая. У нас нету тостера, мы жарим хлеб на нем, янтыки жарим. Поэтому Хейтеры, идите лесом. все нормально. Так, мини-сковородка. Как раз мои грибочки поместятся. Немножко масла. Так как у нас грибочки это как дополнительные, поэтому их будет небольшое количество. Мое чудо
люблю эту сковородочку, когда надо одно-два яичка пожарить. Удобно. Так, вот у нас они уже почти ужарились. Чуть-чуть солим. Перчик. Давайте ножик возьмем. И на кончике ножа. И перемешиваем. Лопатка больше, чем сковородка. Все, грибочки наши готовы. Их поближе ко мне. Приступаем к тесту. Вот видите, оно стало более мягким. Полотенчик. Эмиль, где мое оборудование главное? Держи. Так, все. Теперь мы берем примерно, ну вот, еще у кого какая сковорода. Вы будете ориентироваться на это. Отрываем. Будет большой, просто будете уменьшать. Сейчас я его еще сделаю шарики с них. И делаю вот так. Это тоже, кстати, мы так делаем. Не знаю почему. Все делают. И я делаю. Мама так делала. Так они будут более круглые. Как бы собираем шарик воедино. Да, Джан? Угу. Вот у меня эти мелкие получились. Дома сковороду не выключила. Так, 3. И так проделаем с каждым шариком. Ну и Если- моим Что? привет передай в город Куву моему дяде. Родственники Дядя все, Равшану. Эмилия, у кого мы были в гостях в Узбекистане. Всем привет дяде Равшану, его жене, детям, тете Эмиля. Привет. Алиме Алаш. Алиме Алашки, да. Всем. Мы ваши сообщения читаем, так что не думайте. Всем моим родственникам. Ну, мои-то родственники меня слышат иногда по WhatsApp. Тете Шуре. Тетя Дядь Шуре, Махаматом. да, всем. Севаре. Севаре. Мама говорила, Эльдару. тетя Шура хочет приехать. Приедет, интересно? Тетя Шура, вы едете или нет? Так. Вот некоторые у меня побольше шарики. Вот. Они у меня, которые на сковородку побольше диаметром, пойдут туда. И если вы, допустим, не часто работаете с тестом, лучше не как я полотенчиком, а пакетиком прикройте и сверху полотенце, чтобы оно у вас не подсохло. Вот, можно даже без муки, если вы чувствуете, что у вас, чтобы вы не переборщили и не пересушили. То есть у меня вот достаточно оно. Так, сколько у меня шариков? Эмиль, бухгалтер мой. Бухгалтер у нас Инвер, да? Да, Инвер. Бухгалтер был. Считал быстро, когда по рынкам ходили. Все. Конечно, повозиться надо прилично. Ну, хотя, может, и неприлично, правильно, пока я вот это вам расскажу истории. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Можете их один, когда раскатаете, увидите, подходит он вам, ну, по диаметру к сковороде или нет. И уже от него плясать. Просто отщипнули, вот если вам надо, сколько надо. Вот опять он превратился в шарик образно. Как бы тут прям не принципиально. Все шарики готовы. Мы их спрячем опять под полотенчика, чтобы они у нас не заветрились, а то потрескаются. И начинаем чуть-чуть подмучили и раскатываем. Кружок, чтобы он тоненько был.
Кто первый раз делает, можете сильно тонко не делать. Прям тонюсенькие. Чуть-чуть поплотнее, но не переборщите, чтобы толстыми не были. А что мы лялякаем о сковородке? Кто детей нету, которые нам поставят, включат сковородки. Когда уже начали катать первый, берете сразу сковородки. У меня вот блинница, я их использую. И это была когда-то блинница. Ставим сразу на огонь. Я делаю на 2. Потому что янтыки, вот их, не знаю, это минус. Или как назвать это. Если чебуреки жарятся, вот все то же самое, жарятся в большом количестве масла. И это происходит очень быстро, потому что там раскаленное масло. А янтыки чуточку процесс дольше, потому что готовится на сухой сковороде. И сперва вы их разогреваете максимально. Ну, не так, что, конечно, там пламя не скрылось. В общем, разогреваете. Вот я поставила на небольшой огонь, чтобы они пока нагревались. И раскатываю круги. Один раскатала, пока оставлю. Беру второй. Так, еще, если вы, ну, чтобы у вас не заветрились, я же говорю, если вы медленнее первый раз будете делать, лучше делайте вот по 2. Ну, даже один раскатали, сразу можете его, видите, постояло, но уже на сковородку бросить. Сейчас я еще раз. Муку стряхивайте, потому что надо, чтобы хорошо залипло. Берем ложку фарша. Можно больше, но не там, чтобы там толстющий слой был. Размазываем, как бы. Распределяем, размазываем, сказала. Распределяем. Так. Складываем. Вот у меня, видите, большой получился. Но ничего. Обязательно вот подушечками пальчиков надо залепить, потому что весь сок потом у вас вытечет или начнет вытекать и будет подгорать. Ну а если вы чебуреки бы жарили, то получается будет оно стрелять. У меня есть чыгырчык. Ну, или чыгырык. Как я чыгырчык всегда говорила. Ну, правильно, наверное, чыгырык. Если нету, ну давайте покажу. Вот так у меня, конечно, вырезаем. Вот так, не совсем идеально, но это вот остатки я потом сделаю с них еще. Давай сразу по 2, второй тоже. Чем тоньше раскатаете, тем будет, ну, естественно, нежнее. Но вот оно не совсем прям, ну, тонюсенькое. Краешки у меня плотнее, но они обрежутся. Дальше, да, пошли. Сейчас я покажу, у кого нету такой штучки, как мама моя всегда раньше делала. В этот я чуточку. Так. Обязательный процесс. Вот видите, у меня я сделала большие сильно шарики, потому что сейчас придется обрезать. Если у вас нету этой штучки, берете просто блюдце и поехали. И обрезаете. Им даже многие считают, что проще. Видите, у меня даже круг получился красивее. Еще раз можете пройтись. Вдруг вы где-то не долепили. Тесто под этот. И все, отправляем вот на сухую сковородочку. На сухую сковородочку. Теперь делаем, она не так, что вы на сильную. Вот у меня было на медленный. Сейчас я выставлю такой средний между медленным и средним. И все. И увидим. Готовим где-то по 3 минутки с каждой стороны. Еще сейчас сделаю, как обещала, с другой начинкой, да? Мясо, грибы давай сделаем. Эмиль, мясо, грибы будешь? Да. Эмилю делаем грибы и фарш. Да, Эмильчик?
А, вот эти у меня шарики уже меньше. Вот вы определите, после первого, как вы поставили, можете следующие шарики, допустим, уменьшить колобочки. Давай, Эмиль, тебе добавлю. Да, грибов. Грибочки вот одной. Будет тебе с грибами. Так. Еще петрушку можно будет. А, петрушку я же накрошила. Сейчас. Может, если вы так вот, переворачиваем. Вы можете проверять периодически, вот так лопаточкой приподняли. Но опять же, не сильно у вас должно, потому что потом внутри не пропекется. Вот они, видите, даже набухать начали, потому что там температура внутри горячая. Кстати, не переживайте там, что мясо пропечется или нет. Но вот мы всю жизнь готовим, ну, всю мою жизнь. И все внутри пропекается всегда. Главное, чтобы у вас было между медленным и средним огнем. Ну, больше медленно, если первый раз. Поднимаете, посмотрели. Если даже сомневаетесь, потом можете еще раз перевернуть. Нет, с грибами, которые... Поэтому удобнее, когда, если у вас еще большая семья, на нескольких сковородках жарить. Да. Так, если сомневаетесь, можете, вот видите, мы пока лялякали, а он немножко, это не страшно. Что этот, он, так вот второй большеват, видите, у меня эта сковородка меньше. Все, наши красавчики снимаем с огня. Берем кусочек сливочного масла. Сейчас. Эмильен мне тут принес масло. А я не открыла, да, пачку? Смазываем вот так сливочным маслом. Он сразу заблестит. Я смазываю с одной стороны, потому что следующие, когда наложу, они можете с обеих. Кто-то накрывает крышкой, чтобы они стали мягче. Они и так мягкие, но мои дети вот с пылу жару едят. И Эмиль. Да, Эмильчик? Да, давай уже быстрее, кушать хочу. Так, вот я не успеваю, когда надо их снимать. Так. Сейчас следующий. Хожу тут по кругу. Обычно у меня тарелка вот здесь, и все под рукой, быстренько делаю. Но надо же вам показать. Давай сделаем еще один грибы сыр. Угу. И потом уже надломим, покажем, как это. Можно было, конечно, может сразу сыром помешать. И сыр. На крупной терке. Я люблю сыр. Еще мясо туда положить. Ну, вообще могу и мясо, но будет это Эмиль тебе. Смотрите, если вдруг у вас тесто, ну, вы там, вам позвонили, вы заболтались, подсохло, просто, ну, я так делаю. Нельзя так делать. Вернее, можно, все, вы у себя дома делаете. Просто вот, если вдруг не липнет, это как лайфхак, немножко смазывайте вот водичкой. Если у вас вдруг не липнет или вы переборщили там с мукой, потом легонько также проделаем пальчиками. Все, этот, видите, такой пышный получился. Потому что там сыр с... Так, Эмиль. Мне там уже шкварчит. Все, отправляется. Этот тоже на сковороду. И если, как говорится, у вас вот сыр, грибы, что-то ему готовится, он еще быстрее приготовится, и он даже по цвету будет другой, более светленький. Вот этот вот с пылу жару только, поэтому масло быстрее. Еще можете пожарить, вот сколько вам надо, 4, допустим, ваши не все дома, там, дети или родственники. Остальное убрать, и вот в любой момент вытащили с холодильника. Ну, я имею в виду не так, что у вас 2-3 дня простоит, а там
С мужем Короче, поели, дети да. через час пришли, им нажарили. Короче, если у вас не все дома, выключайте сковороду и все, да? Да, потом ее просто... Так. Сказал, делай грибы, сыр, фарш. Пошли. Чуть-чуть надо было меньше, значит. Давай фарш заберем. И то здесь будет потом грибы. Ну, это Эмиль сильно жирно тебе будет. Вчера. Почему? Чего я не заслужил? Ох, Меном, ты всегда Грибы заслужил. кто пошел собирать в лес? Я. Ага, еще и в лесу прям, Да, да? сыр Магазин я натер. называется. Сыр я натер. Мясо я Лес прокрутил. называется у Эмиля? В магазине или в Да. магазин сходил? Так. Так, девичья память. Стоять. Петрушка. А, вот петрушку. Вы Зачем видите? нарезала ее? Нарезала я сегодня петрушку. Нам можно было фарш, кстати, добавить, кто любит. Вот я даже оставлю с краешку уже. Туда-сюда хожу. И я просто, когда снимаюсь, волнуюсь иногда. Переживаю. Ну, я же не этот. Не судите меня строго. Я не какой-то шеф-повар. Я просто вот ребенок своих родителей, которые... Я тоже могу рецепты смотреть иногда, когда мне что-то нужно в Ютубе. Как и все вы. Поэтому делюсь, как готовлю я. И если кто-то поделится мне, я не обижусь каким-то вкусным рецептом. Я вместе с вами приготовлю. Этот Эмиль, смотри, пампушечка получился. Такой пампушечка. Это, смотрите, как надулся. Вот так приподнимаете, проверяете. Вот это вытекает сок. Не переживайте. Он... Потом сковороду замочите. Женщины сутками работают, да, Эмиль? Это, которая сыр, грибы. Я уже сейчас запутаюсь. А еще самое интересное, когда я я ролик ничего не снимаю, мне никто не звонит. А когда вот я чем-то занята, у меня телефон начинает разрываться. Да, Эмиль? Да, так что, Марина, звони сначала мне, потом Косине. Приступаем к пробам. Так, наверное, вообще руками ломают это, но я буду вам, чтобы вы увидели. Да, Эмиль, начинки. Это у нас грибы, сыр горячий. Надо было снизу начинать. Вот так вот выглядит. Давай мне. Давай. Сейчас будем все дегустировать. Так, все пополам. Это у нас режу. Видите, то, что постояли, стали... А, это тоже, это просто грибы с фаршем. Эмиль. Да. Видишь, я уже забыла какой. Вот, чтобы вы понимали, мясо все готово. Давай выбираем первый самый. Были просто мясо. Еще, если они у вас постоят, сок впитается в тесто. Поэтому по факту все пропеклось, все. Хотите более водянистые? Добавляйте более много воды. Но это янтык, поэтому я много не добавляю. Так, где мой мясной? Фарша можете чуть больше ложить. Я люблю, вот у меня я делаю домашний кефир, как меня мама научила. Поливаю так кефиром. Я просто их кушать хочу. Мне это вкусно. Ну, мы любим. Кто, конечно, любит чебуреки, у янтыка совсем другой вкус.